Сейчас ты узнаешь, почему твой бизнес тебе не принадлежит, как новые обновления убивают твой бизнес и почему купить нормальный бизнес невозможно. Для многих игроков купить бизнес, если не способ заработать, то как минимум способ сохранить или приумножить свой существующий капитал. Зачастую все не так уж и радужно, и похоже вот на этот мем. Первое, с чем мы сталкиваемся, это финансовый барьер. На более-менее взрослых серверах бизнесы стоят каких-то неадекватных денег. Например, на моем Сан-Диего продается вот такой хороший бизнес 24/7 номер 4. Это в городе, и по опыту очень много людей туда заезжают. Надо-то всего-то 400 миллионов. Делая несложные расчеты, при заработке на дальнобойщике в $37 760 в час, работая как на настоящей работе по 8 часов без праздников и выходных, получается всего 1324 дня. Чуть больше 3,5 лет, и бизнес с чистой прибылью в год чуть меньше 200 миллионов твой. Но бывает же еще и хуже. К примеру, я считаю, что цена бизнеса в пределах нормального — это 2-годовая чистая выручка. И вот на горизонте появляется мамкин бизнесмен. 24/7 номер 10. Место не в городе. Из ближайших точек только работа инкассатора и ФТ. Годовая прибыль 12,5 миллиона. И это только по бумажкам. Возможно, половина из них это его же или Фомы закупки. Можно было бы купить, с натяжкой за 25 миллионов. Но нет. Он хочет за него 55. Да-да, в его фантазиях окуп в 4,5 года хорошая мысль. Возможно, вы захотите возразить, что я дурачок и никто не собирается реально окупать бизнесы. Можно же просто потом перепродать его дороже и остаться в плюсе с финки. Ну да, видимо, он как раз сотый, кто так делает с этим бизнесом. Потому что по итогу, купив по такой цене бизнес, вы останетесь без бабок, с гнилым безаком и с постоянными объявлениями на маркетплейсе, где в итоге вы через год найдете такого же лоха, как и вы, или придется продавать за копейки перекупу, потому что, внимание, перекупы никогда не заплатят вам нормальную цену. Из этого вытекает следующий прикол: вас всегда хотят наебать. Перекуп взял за 50, не может же он заработать 2-3 миллиона. Как гласит народная пословица, взял за 50, продай за 150. А если без шуток, цену вам будут крутить от 10 до 40 лямов плюсом. Конечно же, все это с учетом торга, но поверьте, перекуп свое не упустит. Ну а вы, как порядочный человек, не сможете продать за такую же цену со словами «за что брал, за то и отдаю». Вам скажут, что взял как лох, отдашь так же. Ладно, опустим все эти моменты и предположим, что ваш двоюродный дядя оставил вам в наследство 80 миллионов. Или же вы сами на них заработали. Пора покупать бизнес. Заранее открыли голд-карту, чтобы складировать там свои миллиарды. Продумали рекламную кампанию у везлов. Осталось только выбрать предприятие. Но тут вы, к сожалению, опять наступаете на мину, оставленную деревенской коровой. Так как в таком относительно скромном бюджете все бизнесы — это обычный ширпотреб из секонд-хенда, состоящих из магазинов дешманской одежды, 24/7 и, если повезет, барбершопов. Конечно же, все они находятся за 3-9 земель от города, а главные ваши покупатели — это типы под пакетиком Вайта, которые не понимают, где и что с ними. Ну и, конечно же, ваша семья, если в ней нету уже типа, который держит такой же тип бизнеса. В остальных случаях вы остаетесь наедине со своим бизнесом-проблемой. Но не будем расстраиваться. Представим, что вам написал Куертов, донатер перепутал ваш ник и закинул 200 тысяч коинов, а одноклассница сказала, что давно тайно влюблена в вас. И мы подкопили и приобрели бизнес за 129 миллионов в городе, возле Баласов, а именно 24/7 номер 20. Да-да, это мой. Казалось бы, все как мы хотели. 2 года окупаемость, почти центр города, финка в день 500к. Вот именно здесь начинаются проблемы бизнесов Majestic RP. Приобретая хороший бизнес, наши проблемы никуда не исчезают. И первое, с чем пришлось столкнуться, это рентабельность. Рентабельность — важная тема. Это процент чистой прибыли от общей. В среднем во всех бизнесах это 50%. Только у АЗС и автомоек от 60 до 70. Но исключения есть не только в большую, но и в меньшую сторону, так как у 24/7 этот процент от 32 до 40. Исходя из логики, я могу поставить на все товары наценку 100% и получить свою нормальную рентабельность. Так могло бы быть, если бы не лотерейные билеты. Да-да, один товар настолько занижает рентабельность, так как билет стоит 10 тысяч на всех серверах. Цену нельзя ни поднять, ни опустить. Себестоимость билета 9 тысяч плюс налог. У меня это 5%. Вот и остается вам $500 чистой прибыли. Иногда это доходит до смешного. За 3 дня моя выручка 1 300
302 тысячи. И в топе продаж 51 лотерейный билет. Это треть выручки. Я с этих билетов получил всего 25 тысяч. Далее в ход пошла тяжелая артиллерия, а именно обновление. В начале лета выпускают обновление, что теперь не нужны телефоны и планшеты. Они как бы по умолчанию всегда с тобой. И если для телефона придумали функцию покупки сим-карты, то планшеты просто убрали. Как итог, я потерял выручку, которая, между прочим, с открытия магазина составляла чуть больше 12 миллионов. Так еще и планшеты, которые были у меня закуплены, остались висеть на моем магазине мертвым грузом. Машина обновлений не планировала останавливаться, и через месяц нам подарили обновление рыбалки. Добавили новые механики, новые удочки, наживки и так далее. Пришлось даже открыть отдельный рыболовный магазин. Постойте, а где же раньше продавались удочки и наживки? Именно в 24/7. Всего за месяц убрали 3 позиции из магазинов. А новый рыболовный магазин админский, из-за того, что он всего один, и потенциальный владелец был бы монополистом. Поймите, я не против данных перемен, но тогда давайте сделаем обновление для бизнесов, так как это не первый раз, когда убирает доходность бизнеса. Помните старые семьи? Был контракт на рации. Кто не знает, надо было, по-моему, купить 20 раций и сдать их для закрытия контракта. Систему семьи переделали, а рации остались в стране. Между прочим, за счет этого контракта хоть как-то выживали магазины за городом. Спасибо, что хоть добавили в пропуск задание на настройку частоты в рации, продажи на них хоть как-то поползли. Из того, что могли добавить самое банальное, это кусачики, которые появились с обновлением на камеры скорости. Но нет. Сначала они появились на маркете, а сейчас продаются на рынке. А добавление автоматов с шоколадками и газировками возле офисов уронило их покупки в магазинах больше, чем в половину. Сейчас у меня за день могут купить около 50 баночек сосо-солы, хотя ранее это могли быть 500 штук. Такая же беда и с 2 видами шоколада, их продажи вообще встали на месте. К сожалению, я бы мог поныть, если все это было бы только с одним типом магазинов. Вам повезло и вы держите заправку уже очень давно, не радуйтесь. Вам может написать админ о том, что вы должны повысить цену, так как что-нибудь поменялось и на всех 28 заправках, кроме вашей, цены выше, поэтому и вы ставьте выше. И то, что ваша заправка выживала за счет самого дешевого дизеля, ничего не значит. Правда, не всегда это работает корректно. Например, недавно ограничили максимальный порог верхних цен в магазинах оружия. Владелец одного из таких магазинов, который захотел остаться инкогнито, цену на патроны 7,62 не может выставить функционально выше 1799 долларов. Хотя недалеко от него, в таком же магазине, цена за пачку 2400. Ваше мнение жду в комментарии. Хорошо, в последний раз представим, что мы много заработали, купили выгодный бизнес. Подобные мелкие проблемы нас не волнуют, фармей в полупассивном режиме. Но тут нас придавливает правилам всех серверов, а именно 7-й пункт положения об игровом имуществе. Запрещено владеть имуществом без игровой активности. Наказание — изъятие имущества, и это без компенсации. Да, мои бизнесмены, если вы играете меньше 2 часов в день, правилами разрешено отнять любое ваше имущество, и оно попадет на аукцион. Я думаю, вы могли заметить, когда на аукционе в один момент появляется несколько бизнесов. Конечно, если вы пару дней пофкашите, никто у вас ничего не отберет. В основном это правило создано для того, чтобы иметь официальную причину изъять имущество. Но я не очень одобряю такое правило. Если бы игрок ушел в АФК, у него бы заканчивались товары, а он их специально не закупал. Вот это я считаю повод. А если бизнес проплачен, товары закуплены, какие могут быть вопросы к владельцу? Вы скажете, ну это для круговорота бизнесов, чтобы каждый мог купить интересующий его объект. Звучит красиво, если бы только в основном в этих аукционах не забирали бы все перекупы. А если вы решите с ними побороться, то один перекуп одолжит у другого и победит. Одолеть его вы можете только в одном из случаев, если цена поднимется до невыгодной для перепродажи. Но и в этом случае вам могут уже по приколу накрутить цену, чтобы вы отдали последние копейки за свою мечту.